сколько еды! Всем привет! Я Анна Оськина, и сегодня будем делать холодильник для кукол. Вы писали много комментариев о том, что мы сделали очень много еды, и ее уже просто негде хранить, и предлагали сделать холодильник. Посмотрите, сколько пришло ваших запросов! Но нет ничего невозможного. И теперь мои куклы, и ваши, кстати, тоже, могут доставать еду с полочек холодильника, прямо не вставая с дивана. Мастер-классы на все содержимое и на диван уже есть на моем канале. Можете проверить. Ставьте лайки, если тебе уже нравится холодильник. Я очень старалась и делала его несколько дней. И все это для вас. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новинки. Но переходим же скорее к мастер-классу. Для начала мне понадобится картон, и я вырезала 6 заготовок из гофрокартона размером 30 на 10 сантиметров. Теперь эти заготовки нужно склеить по 2 штуки. Я намазываю одну заготовку, можно выбрать обычный резиновый клей, размазываю клей по поверхности и присоединяю вторую заготовку. У меня получается толстенькая стенка холодильника. И, как вы уже поняли, таких двойных заготовочек должно получиться 3 штуки. Нарезала палочки из толстого картона шириной 3 мм и сделала разметку на стенке холодильника. Эти палочки – боковые выступы, которые держат полочки холодильника. Приклеиваю их вот таким образом на 2 стеночках. Обратите внимание, что стеночки должны быть в зеркальном отображении. Вырезаю прямоугольники, верхнюю и нижнюю стеночки холодильника, а также полочки. Для склейки мне понадобится малярный скотч. И начинаю склеивать холодильник. Здесь я использую резиновый клей. Можно взять Момент, Контакт, любой резиновый клей, который у вас есть или который есть в ближайшем магазине. Наношу клей на торец верхней части холодильника, приклеиваю и, чтобы не отлетело, закрепляю малярным скотчем. Это очень удобно. Когда приклеила верхнюю и нижнюю части холодильника, приклеиваю боковые стеночки. Здесь клей наношу уже на сами стеночки и приклеиваю. Точно так же очень удобно закреплять малярным скотчем. Он не приклеивается так сильно, как обычный скотч, его потом можно будет легко отсоединить, и в то же время он будет держать конструкцию, вам не нужно будет держать все это плотненько руками, а тем временем клей схватывается, приклеивается, после чего можно убрать малярный скотч. Приклеиваю обе стенки холодильника, получается вот такая коробка. И нужно расположить полочки. Мой холодильник будет двухкамерным и будет делиться на верхнюю и нижнюю части. Эти части я отделяю между собой толстым картоном. Наношу клей с 3 сторон картона и вставляю в коробку холодильник. Нижняя часть холодильника морозилкой, и там полочки будут также из картона. Их вклеиваю, как и разделительную полку. Вырезаю кусочек тонкого картона по размеру верхушки холодильника. Наношу клей, размазываю его по всей поверхности и приклеиваю сверху холодильника, чтобы была ровная поверхность. Чтобы спереди холодильник смотрелся также аккуратно, я вырезаю вот такую вот рамочку по размеру холодильника и приклеиваю ее сверху. На мой взгляд, выглядит аккуратно. Также обратите внимание, что полочки в морозилке немножечко отступают от края холодильника, буквально на 1 сантиметр. В результате должна получиться вот такая вот картонная заготовка. Посмотрите, как это должно выглядеть. Но как бы ровно я все не склеивала, здесь между картонками все равно остались небольшие щели. Не везде, но бывают. И поможет мне их закрыть текстурная паста. Либо можно использовать какой-нибудь плотный грунт. Я набираю текстурную пасту кисточкой. Она достаточно плотная и можно замазать все небольшие щели. К счастью, они небольшие. Если вдруг где-то ваш картон неровный, помялся или еще что-то такое, то также можно все это замазать текстурной пастой и будет выглядеть замечательно.
Вот такая заготовка у меня получилась, и ее нужно просушить. Мне для этого понадобилось несколько часов. А когда текстурная паста высохнет, нужно покрасить холодильник белой краской. И вот здесь у меня была самая длинная часть, потому что красила я краской 2 дня. Это произошло из-за того, что пришлось нанести несколько слоев краски, чтобы она выглядела действительно достаточно белой. Я использовала самую обычную акриловую краску, но она все равно чуть-чуть прозрачная, и картон немного просвечивал через нее. Поэтому тут небольшой совет: если у вас есть возможность сразу использовать белый картон, то лучше использовать сразу белый картон. Но, конечно же, я искать белый картон и переделывать эту уже сделанную коробочку не стала, поэтому я красила и красила. Наносила краску, затем она сохла, наносила следующий слой. И тадам! У меня получилась вот такая вот белая заготовка. По-моему, я достаточно неплохо справилась с задачей. А также я подготовила дверцы, которые обклеила белой самоклеющейся бумагой, потому что красить еще раз 2 дня дверцы мне не хотелось. На верхней дверце я начертила 3 линии, на которых будут расположены полочки холодильника, и вырезала из картона прямоугольники для полочек, а также 3 полоски из плотной прозрачной пленки. Сначала склеиваю из картона сами полочки. Здесь необходимо приклеить маленькие боковушки. Ширина полочек 12 мм, а длина полочек 8 см. Когда клей подсохнет, окрашиваю полочки белой акриловой краской, чтобы они были под цвет холодильника. А когда белая краска высохнет, приклеиваю прозрачные боковые детали. Получаются полочки, как на настоящем холодильнике. И приклеиваю их к боковой стенке холодильника по тем линиям, которые я начертила. Полочки в верхней части холодильника будут прозрачные, поэтому я вырезала 4 прямоугольника из плотной прозрачной пленки Аракал. Чтобы эти полочки выглядели интереснее и чтобы они были видны в холодильнике, боковой край окрашиваю в белый цвет. Для этого приклеиваю малярный скотч с 2 сторон этой полочки, и можно окрасить либо белой акриловой краской, либо белым лаком для ногтей, кому как удобнее. Я окрасила лаком. Когда лак высох, убираю пленку и вставляю полочки в холодильник. Замок холодильника я буду делать из обычной ручки, точнее из стержня ручки, поэтому я достаю стержень и нарезаю его на маленькие части, размером примерно по 6-7 мм. Также мне понадобится фурнитура, маленькие металлические трубочки и проволока. Я выбрала белую проволоку под цвет холодильника. Зажимаю трубочку на краю белой проволоки. Надеваю на проволоку 3 куска от стержня ручки. Затем надеваю опять трубочку и зажимаю. Лишний кусок проволоки отрезаю. В результате получается вот такая вот конструкция, состоящая из 3 кусочков трубочки. Эти кусочки свободно болтаются. И делаю 4 таких детали. Приклеиваю замок. Малярным скотчем закрепляю дверцы холодильника, чтобы они не отваливались. Наношу клей на 2 боковые части одного замка и приклеиваю эти 2 боковые части к холодильнику, не к дверце. А вот центральную трубочку приклеиваю к дверце. Таким образом, боковые трубочки крепятся к холодильнику, они надежно на нем закреплены, держатся
а центральная трубочка приклеивается к дверце. Итого такие замки я располагаю на каждой двери с двух сторон. Посмотрите, как это выглядит. Когда клей высохнет, дверца будет открываться и закрываться. Из толстого картона я склеила две ручки холодильника. Просто соединила маленькие части картона. Длина ручек 7 сантиметров. Мне хочется, чтобы ручки были серебряные, поэтому картон я окрашиваю серебряной акриловой краской. Жду, когда краска высохнет, и приклеиваю ручки на холодильник. Для того, чтобы замки слишком сильно не выделялись, их также можно покрасить белой акриловой краской, и они будут белые под цвет холодильника. Но в принципе они могут отличаться по цвету, ведь это же замки. Вырезаю детали для прозрачных коробок в холодильник и склеиваю их прозрачным клеем. У меня получаются две вот такие прозрачные коробочки, которые я ставлю в холодильник в нижней части. Это коробки для овощей. И в результате у меня получается холодильник, который я постепенно наполняю разными продуктами. В основном у меня это какие-то сладости и вообще, в общем-то, не очень полезная пища. Наверное, теперь стоит задуматься о его наполнении, сделать какие-нибудь супчики или еще что-нибудь такое, то, что можно хранить в холодильнике. Напишите в комментариях, что можно хранить в холодильнике, а также пишите в комментариях, что еще вы хотите сделать. Кстати, кто не в курсе, мне бросили вызов, чтобы я сделала что-то из бытовой техники на кухню, поэтому я жду ваших предложений в комментариях, что вы хотите, чтобы я сделала. Как мне ответить на этот вызов? В общем, жду ваших советов и комментариев, и очень надеюсь, что этот холодильник вам понравился. Мои куклы остались довольны. Теперь дело за вами, чтобы и вы своим куколкам сделали такой же предмет на кухню. В моих мастер-классах вы найдете все, что есть в моем холодильнике. Смотрите их и делайте самые вкусные продукты для своих кукол. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!